Дорогие привет всем! Вы на канале Школы Вязания. С вами Катерина Мошин. В сегодняшнем видео мы будем продолжать вязать наш кардиган. Кардиган, напоминаю, вяжется у нас от капюшона. Вот такой капюшончик мы связали в предыдущем видео. В сегодняшнем видео мы начинаем сам кардиган. А именно это, в первую очередь, это, конечно же, расчеты. Дальше наш росток, регланные линии и продолжаем нашу схемку. Плюс отверстие для пуговиц. Вот так получается. Так, если откинуть капюшон где-то туда, вот такой у нас реглан. Полностью будет с ростком. Хорошая посадка. Здесь заокругление идет наперед. Также косичка, продолжение косы кен. Вот она у нас, напоминаю, шла от центра капюшона вправо-влево. Видите, так расходится. Так в каждую сторону мы продолжаем ее вязать. Очень красиво, симметрично. Вот такие косички. Значит, такая у нас будет планка. Это стандартная планка, цельновязаная планка. Отдельно по ней есть мастер-класс. Ссылку там под этим видео. Значит, количество рядов в планке на 6 рядов узора, 8 рядов планки. Таким образом, она получается ровненькая, именно такая же, как лицевая гладь и сама косичка. Вот с одной и с другой стороны. Двойная кромка у нас. Вот. И так дальше. Значит, вязать мы будем из пряжи Young Art Jeans Plus. Здесь 100 грамм, в одном моточке 160 метров. Уйдет примерно 8 мотков рассчитываю. Сколько, конечно, ушло уже в конце последней части, я смогу вам точно сказать. Значит, здесь 55 грамм хлопок, 45 акрил, цвет 71, спицы 4,5 здесь и 4,0 мм была у нас резиночка. Так, после того, как мы провязали вот этот капюшон, по кругу капюшона у нас осталось 96 петель. Так, 96 мы переводим в сантиметр. Нам в петлях очень неудобно считать, так как вот эта косичка, к примеру, 16 петель, только 6 сантиметров. Здесь получается на 6 сантиметров, на 6 петель меньше будет, чем вот здесь. Поэтому если мы будем считать все в петельках, мы слишком мало петель отдадим переду. Переведем все в сантиметрах. Для этого заберем 2 косички, минус 16 петель одна коса, минус 16 петель вторая коса. Это 64 петли без кос. Делим на плотность вязания. 1,65 петли у нас в 1 сантиметре. Получаем 38 с копейками окружность. Добавляем косы назад. Плюс 1 косичка 6 сантиметров и вторая косичка 6 сантиметров. Вот. Получается 50 с копейками у нас окружность без вот этой планки. Вот, без планки. Так, 2 планки вот я набрала. Если вы вяжете пуловер, вы набираете 1 планку, вот так у вас будет, соединяете в круг, продолжаете вязать все как я, только по кругу. Значит, у меня кардиган, я набрала 2 планки, но считаю я на окружность только 1 планку, так как планка вот так накладывается друг на друга, и окружность горловинки дает только 1 планка. Значит, каждую планку я набрала 7 петелек, но здесь тоже нельзя считать в петлях, так как у нас двойная кромка. И здесь петелька снимается, она будет уже. Поэтому планка у меня это плюс 3,5 сантиметра. Видите? Значит, окружность 50 с копейками плюс 3,5. Получается окружность 54 сантиметра. Вот. Это общая окружность горловинки. Такая окружность шикарно подходит для размеров от XS, на который я вяжу, до 2XL. Дальше желательно 56. Это вы можете просто на 2 петли больше набрать на планке и будете уже иметь окружность 56. Это 2XL, 3XL и так дальше. А вот до 2XL вам такая окружность супер подходит. Поэтому все, кто вяжет до 2XL, вяжите как я, полностью реглан как я. Просто вам реглан нужно будет вязать длиннее. Я на все дам выкройку, вот такую. Вы ее используете и для ширины, и для высоты реглана. И у вас все зайдется со мной. Значит, 54 сантиметра окружность нам нужно разделить на спинку, перед и 2 рукава. Так? Смотрите, в классике и в петлях, и в сантиметрах это делается одинаково. Делится просто на 3 части. Вот.
1/3, 18 сантиметров, выходит на спинку, наперед и по половинке на рукава. Поэтому я сразу могу просто вот это перевести в петли. Умножаем обратно на 1,65. Вот. Получается 29,8. 30 петель у нас на спинке. Или 29,8, так и считаем. Вот эти петельки на спинке. Смотрите, на регланную линию, хотя у нас уходят 4 петли, но я их никак не отнимала отдельно. То есть я так поставила вот маркер. Из них 2 к спинке посчитала, 2 к рукаву. Поэтому вот так, включая регланные линии, все равно они так потом и поделятся. Соответственно, если 30 на спинке, то по 15 петель у нас идет на каждый рукав. И здесь 2 полочки вместе, это 30 плюс 1 планка ширина, правильно? Но у меня так сложилось, что здесь рисунок я взяла достаточно широкий, плюс планка идет с этой стороны, и поэтому у меня очень мало лицевой глади осталось для того, чтобы здесь сделать углубление горловинки. Поэтому я, можно сказать, украла петельки от рукавов. От рукавов я забрала по 2 петли с каждой стороны и разделила их между спинкой и передом. Их можно только делить, их нельзя отдать просто там какой-то части. Рукава можно вязать немножко уже, чем вот эти по правилах тройки. Тогда просто меньше убавок придется делать после проймы. Это даже супер для меня. Значит, исправляем вот этот круг. На рукава я отдала по 13 петель. И рекомендую также вам до 2XL отдавать по 13 петель. Больше нежелательно, потому что там и руки крупнее, там желательно именно то количество, что вы себе поделили. Значит, поэтому здесь 13, здесь 13 ушло. По 2 петельки уйдет 1, 2 к спинке, плюс 2 петли, и, соответственно, так к переду. Петельки переда мы вообще пока не считаем. Вот, у меня получилось на спинке 31,8 петелек. Так, дальше. Росток. Что такое росток? Разница высоты спинки и переда. Это и есть росток. Давайте я вот так сложу, как я складывала капюшончик. Вот здесь начинается у нас спинка, здесь перед. Вот видите, высота вот эта. Это такая анатомия человека, что росток для взрослых нужно делать хотя бы 4 сантиметра. Для больших размеров 2XL и больше 5, 6, 7 сантиметров свободно вы можете делать. 4 сантиметра я также сделала. Для деток такой росток от 5 лет тоже делается там 3,5-4 сантиметра. От года до 5 3 сантиметра. Меньше года можно росток не делать. Так, по правилам вязания. Значит, этот росток я выполнила дополнительно 4 сантиметра. 4 сантиметра вяжутся короткими рядами, затрагивая не только петельки спинки, но и рукава, то есть короткими рядами. Вот. Постепенно прибавляя петельки рукава. 4 сантиметра у меня получилось 10 рядов. Значит, за эти 10 рядов я вяжу только спинку и рукава, поэтому прибавки делаю только на спинку. Перед в это время у меня петельки не прибавляются. Соответственно, когда я росток провяжу и начну вязать все вместе, у меня спинка будет шире уже, чем перед. На 5 здесь и здесь 5, то есть на 10 петель. Чтобы этой разницы не было, мы изначально от нашего круга, который мы нарисовали, от спинки отнимаем половинку 5 петель и добавляем их к переду. Если отсюда 5 петель отнять, туда добавить, то разница как раз будет 10 петель. Значит, 31,8 минус 5. 26,8. Значит, так как мне нужно четное количество, то я оставила 26 петель на спинку. Вот, 26 петель на спинку, по 13 на каждый рукав, и, соответственно, все остальное уйдет у нас к переду. Теперь считаем, что к переду. Изначально вот здесь у нас 96 петель. Плюс, чтобы получить планку 3,5 сантиметра, мне нужно было вот 5 петелек платочного узора плюс двойная кромка. Поэтому я 7 петель добавила. Плюс 7 с одной стороны, плюс 7 со второй стороны. То есть у меня будет 110 петелек вот здесь. Это мы все сейчас добавим. Мы пока только делаем расчет. Далее 110 петелек. Я отнимаю 26 на спинку. Отнимаю 13 на один рукав. И отнимаю 13 на второй рукав.
Остается 58 петель. И делю их между двумя частями, то есть 2 полочки. Вот, на каждую полочку у нас по 29 петель. Так, сейчас точно мне кто-то напишет, как это одна полочка получается шире, чем целая спинка. Да, так и получается сейчас. Но пока мы довяжем, во-первых, спинка у нас увеличится на 10 петелек. И во-вторых, здесь дополнительно каждая полочка 6 петелек имеет на косу. И 2 кромки тоже дополнительно. Угу. Поэтому мы, когда все вывяжем, мы наоборот, обратно количество петель, которое у нас здесь будет, переведем в сантиметры и на спинке, и на перед, чтобы вы убедились, что у нас спинка будет равняться ширине 2 полностью полочек плюс 1 планка. Угу. Так, значит, вот так мы рассчитали. Так мы будем и делить наши вот эти петельки маркерами. Как видите, я все разделила маркерами. На данный момент у вас должен быть связан вот такой уже капюшончик. Здесь по окружности у меня осталось 96 петелек. Последний ряд провязан был с изнаночной стороны, то есть первый я должна начать вот так, с лицевой стороны. Так, следующие 2 ряда мы используем, чтобы набрать петельки для наших планок и развесить маркеры уже для линейки планок. Итак, нам нужно вязать ряд с лицевой стороны. Вот сюда, в эту сторону. Значит, я набираю петельки вот так. Значит, как я рассчитала, я набираю 7 петель свободно. Значит, вот этот конец просто придерживаю. И пока свободно набираю петельки. Ниточку обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. Вот первая петля, вторая петля, 3, 4, 5, 6, 7. Вот, видите, они сейчас отдельно от нашей работы. Тогда с лицевой стороны вяжу вот этот ряд набора. Значит, вот эти 2 ряда набора и следующие, они будут у нас приравниваться к воротнику. То есть мы не считаем как первый ряд регланной линии, а именно как первый ряд воротника, можно сказать. Значит, с лицевой стороны мы первую так провязываем лицевыми. Значит, давайте быстренько провяжем лицевыми их. 1, 2. И остальные петли тоже все лицевыми. Вот это 3, 4, 5, 6. Так, и вот 7. Так, 7 первых провязала, видите? Дальше, вот эту кромку, что у нас было ранее кромкой, я сейчас снимаю с нитью завязания. Дальше мы с лицевой стороны будем ее снимать, а с изнаночной провязывать. Так, по схемке у меня должен быть 11 ряд. Значит, вся наша схемка вот так выглядит. Вот эти 14 рядов мы с вами выучили вязать ранее. Сейчас я, конечно, с вами провяжу этот 11 ряд, но вы его должны знать. Значит, это 2 изнаночных, 1 раз перекрещение с уклоном вправо, меняем местами петельки 2 на 2, где первые 2 за вязанием, 3, 4 перед вязанием, и все 4 провязать лицевыми. Вот 3 и 4. Есть перекрещение вправо 2 на 2. И теперь выполнить дважды перекрещение влево, тоже 2 на 2. Так, меняем местами 2 петельки. 2 на 2 петельки, 4, то есть петли я сняла, первые 2 у меня перед вязанием, 3 и 4 за вязанием. Все 4 провязываем лицевыми. Вот, раз перекрещение влево и еще раз влево. Значит, всю эту схемку я мастер-класс показывала вам в первой нашей части. Еще по узору был отдельный мастер-класс самого узора. Поэтому сейчас я на ней акцентировать уже не буду. Вот 2 изнаночных вяжу. Дальше все петельки у нас связались лицевой гладью. Вот так лицевой гладью. И провязываю полностью все петли. Вот так по окружности. Эти маркеры можно убрать сюда, до вот этой схемки. На другой половинке у нас 11 ряд схемки. Сейчас я его тоже провязываю быстренько. Так, заканчиваю 2 изнаночных. Мы с лицевой стороны, вот эта кромка будет сниматься с лицевой стороны, нить за вязанием снять петлю.
И набрать с этой стороны также 7 петель. Нить обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. Вот. Всего у нас сейчас получается 110 петелек. Значит, ставим 4 маркера. Вот 4 маркера добавляю я в работу. Все так, как мы рассчитали с вами в начале данного видео. 29 отдаем полочки. Значит, провязывается так. Первую после набора провязываем лицевой, вторую изнаночной. Далее 5 лицевых еще. 1, 2, 3, 4, 5. Ту, что снимали, вяжем изнаночной. 16 петель схемки по рисунку. Это 2 лицевые, 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2 лицевые. Так, давайте пересчитаем, сколько уже провязали. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 20, 24 и довязываем до 29, 25, 26, 27, 28, 29. Вот, есть. Так, здесь ставлю маркер. На регланные линии петельки мы не отправляли. Они у нас будут именно с тех петель, что мы отдали полотну. Так, дальше рукав это 13 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ставим маркер. Так, спинка 26 петель. Тоже считаем. Так, назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 и 26. Ставлю маркер. Рукав 13 петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ставлю маркер и остальное петельки перед. Вторая полочка. 1, 2, 3, 4, 5. Это 5 петель изнаночной глади. Так как мы с изнаночной стороны 2 лицевые, 12 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше 2 лицевые, 1 изнаночная, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная и кромку лицевой. Так, теперь росток. Росток — это углубление на спинке, которое вяжется вместе с рукавами. Вот. Росток у нас должен быть около 4 сантиметров. Значит, берем линейку, меряем и считаем. 4 сантиметра у меня. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядочков. Вот, 10 рядочков. Следующие 10 рядов я буду вязать петельки спинки, одновременно затрагивая петельки рукава. Значит, таким образом рукав я должна разделить, получается, на 5 частей я бы должна была разделить, но я делю на 6, потому что у нас крайние петельки, вот,
Это фактически регланные петельки. Так мы их просто не выделяли как регланные петельки. Чтобы регланные петельки я уже связала спередом. Значит, удобнее всего, здесь тоже будет 2 регланных петельки. Это 3 петли. Вот один раз 3 петли. Затем второй раз 2, третий раз 2, четвертый раз 2, пятый раз 2. И останется 2 петельки уже с нашим передом вязать. Вот так. Значит, я дальше буду вязать короткими рядами, вот полностью от начала, провязывая всю спинку, плюс 3 петли нашего рукава. Затем поворачиваю в другую сторону, здесь 3 петли. Затем каждый раз буду добавлять по 2 петельки. Таким образом вывязывать спинку росток. Так, значит, так как у нас начинаются регланные линии, начинается росток, мы нумерацию начинаем с первого ряда. До этого эти 2 ряда считать как воротник. Кстати, кто хочет, кому удобно, для воротника можно еще несколько рядов провязать, тогда более у кого достаточно длинная шея, или сейчас вы померили и вам не слишком удобно, хотите, чтобы более просторный был капюшон, то сейчас можно, я не знаю, сантиметра 2 еще провязать свободно. Так, значит, первый ряд. Петельку снимаю. Здесь у нас нить за вязанием, вторая петля снимается. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием, петелька снимается. Вот, это наш край. Смотрите, у нас на краях тоже там будет. Мы будем дополнительными рядами вязать, короткими рядами. Но первый и второй ряд всегда вяжутся полностью. Поэтому я сейчас на этом акцента не делаю. Мы уже вывяжем полностью регланную линию, пока дойдем до второго ряда. Поэтому это все потом. Здесь будут тоже короткие ряды. Значит, дальше 2 изнаночных. Так, смотрим, что у нас по схемке. А по схеме у нас 2 лицевых, перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо с изнаночными петельками. Кстати, это 13 ряд у меня схемы, как всегда. Все изменения у меня почему-то происходят именно на 13 ряд, а не на первый. Как-то так пошло сразу. Так, вот и перекрещение влево. Акценту на схемки я не делаю, всю схемку я вам нарисовала. У вас может быть совсем другой ряд, вы просто вяжете вот эти петельки по схеме. Так, у меня еще здесь 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот так по схеме. А дальше мы выполняем петельки до маркера. За 2 петли до маркера останавливаемся. То есть это еще 3 лицевые. А теперь за 2 петли до маркера делаем прибавку регланной линии. Значит, 2 петли я провязываю слева направо вместе лицевой петлей. Не снимаю их со спицы, делаю накид и еще раз 2 вместе лицевой. Таким образом я получила 3 петельки из 2. Снимаю со спицы, это у меня прибавка. Прибавила петлю, прибавила. Переснять маркер. Значит, на рукав та же самая прибавка. Значит, только прибавку, если здесь было с уклоном вправо, здесь уклон должен быть влево. Для этого я переснимаю 2 петли, поворачивая каждую правой стеночкой назад. Возвращаю обратно, провязываю 2 вместе лицевой за заднюю стенку, делаю накид и 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Снимаю со спицы. Тоже 3 петли получила с 2. Это прибавка вот так влево. Видите, такая регланная линия будет. Дальше я вяжу лицевыми петельки рукава до последних 2 петель перед следующей регланной линией. Так, здесь повторяю прибавление. 2 вместе лицевой, 1, накид, 2 вместе лицевой, 2. До регланной линии переснять маркер. Так, повернуть 2 петли правыми стенками назад, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, 1, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, 2, снять со спицы. Так, дальше петельки спинки продолжаем вязать лицевыми. Так, вот все петли спинки лицевыми, снова до последних 2 петель перед следующим маркером, перед следующей регланной линией. Есть. Здесь
2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид, 2 вместе лицевой с уклоном вправо, прибавка, переснять маркер и в другую сторону, переснять 2 петли, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот видите? Значит, смотрите, здесь, не смотрите, что здесь 3 петли, мы провязали только 2, вот одна и вторая, а должны были там провязывать 3. Поэтому еще одна лицевая, и это конец первого ряда. Видите? Провязали полочку, рукав, спинку и первые 3 петли плюс сделали прибавку на рукаве. Чтобы не путаться в прибавленных петельках и сколько мы просто добавили от рукава, будем ставить здесь маркеры. Ставлю я маркер, работу поворачиваем. Так, изнаночные ряды. С изнаночной стороны мы прибавок не делаем, вяжем петельки просто изнаночными, плюс по рисунку там, где будет у нас схемка. Значит, я должна провязать рукав, остатки, спинку и первые 3 петельки. А так как у нас здесь была прибавка, то 4, правильно, вот с другой стороны. Так, поехали. Первую петлю снимаем изнаночными. 1, 2, 3. Переснять маркер. Вот дальше изнаночными. Видите, каждую петельку я вяжу изнаночной. Значит, и регланные прибавки, и спинку, все я вяжу классикой. Вы можете, если вам удобнее вязать бабушкиную, пожалуйста. Только помните, что с лицевой стороны тогда все петельки повернуты правыми стеночками назад. Мне бабушкиному удобнее, мне кажется, так ровнее получается. Сами петельки и быстрее само вязание. Ну, это как уже научились. Так, вот тут второй регланной линии я довязала всю спинку. Здесь вот тоже все 3 изнаночные. Теперь переснять маркер. Здесь прибавленная петля отдельно, плюс 3 петельки. То есть 2, 3, 4. Всего 4 петли должно быть после регланной линии. Так как 4 здесь. Если не знаете сколько, то смотрите, сколько здесь. 3 плюс та, что мы прибавили. Тоже ставим маркер. Дальше будем после маркера просто добавлять по 2 петли, поэтому не будет с этим проблем. Работу разворачиваем. Так, значит, 3-й ряд я вяжу все, плюс добавляю 2 петельки. Первую петлю снимаю. Все петельки вяжу лицевыми до 2 петель перед маркером. Прибавки с лицевой стороны повторяется. 2 вместе лицевой вправо, накид, 2 вместе лицевой вправо до регланной линии, переснять маркер, переснять 2 петли, повернув правыми стеночками назад, вяжем 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, за маркер. Дальше остальные петельки выполняем лицевыми петлями. Так, до последних 2 петель перед следующим маркером. Если сравнивать с предыдущим рядом, здесь сейчас на 2 петли больше, так как в каждом лицевом ряду мы добавляем по 2 петельки. Так, вот за 2 петли до маркера довязали, 2 вместе лицевой вправо, накид, 2 вместе лицевой вправо до маркера, переснять маркер, повернуть 2 петельки правыми стеночками назад, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, снять. Дальше смотрите, одна провязывается лицевая, а здесь петелька поворота. Вяжем так же, как вязали на капюшоне, то есть нижнюю петельку подхватываем, одеваем на левую спицу и провязываем ее вместе с петлей поворота. Затем забираем маркер и добавляем 2 петельки. 1, 2. Вот. Возвращаем маркер, работу поворачиваем. В 4-м ряду все то же самое. Вяжем до красного маркера, добавляем 2 петли. Так, первую петельку снять. Далее остальные выполняются изнаночными петлями. Маркеры просто снимаются, все прибавки тоже выполняются изнаночными петлями. Значит, вот так изнаночными довязываю до красного маркера. Так, довязываем до зеленого, переснять зеленый, продолжаем вязать до красного. Так, за одну петельку до красного маркера у нас тоже петля поворота. То же самое, что на капюшоне. Нижнюю петельку
подхватываем, поднимаем на левую спицу, ниточка перед вязанием, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Неважно, бабушкиными вы вяжете или классическими, вот такое у вас должно быть провязывание петли поворота. Снять маркер, добавить 2 изнаночных петельки, поставить маркер обратно. Это 4-й ряд, работу поворачиваем. Значит, дальше последние 2 ряда мы просто повторяем, пока не будет провязано 10 рядов и здесь не останется по 2 петельки. Так, давайте снова еще раз я покажу вам. 5-й, 7-й, затем 9-й ряды вот так будут вязаться. С лицевой стороны снять петлю. Лицевыми каждую петлю мы вяжем до последних 2 петель перед зеленым маркером. 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. Переснять маркер, с другой стороны повернуть первые 2 петли правыми стеночками назад, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку после маркера. Выполняем все петельки лицевыми до последних 2 петель перед следующим маркером, перед вот этим. Так вот, спинка наша провязана. Вот здесь 2 вместе лицевой вправо, накид, 2 вместе лицевой вправо до маркера, переснять маркер, повернуть 2 петельки правыми стеночками назад, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку после маркера. Так, теперь вяжем за 1 петлю до красного маркера. Каждый раз здесь будет на 2 петельки лицевых больше. Петлю поворота подхватить, одеть на левую спицу, провязать вместе лицевой. Затем забираем маркер, добавляем 2 петельки, 1, 2, ставим маркер обратно. Вот это 5-й ряд. Затем 7-й вы 2 и вот 9-й 2. Останется только 2 петельки, когда довяжете. С изнаночной стороны сейчас 6-й ряд, первую петлю снимаем. Все петли полностью выполняются изнаночными петлями. Все прибавки изнаночными петлями. Маркер просто переснимаем. Так изнаночными петлями вязать до красного маркера с другой стороны. Так, за 1 петлю до красного маркера подхватываем нижнюю петельку, одеваем на левую спицу, провязываем 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Забрать маркер, добавить 2 изнаночных петли, поставить маркер обратно. Вот это 6-й ряд. Так, значит, продолжайте вязать 7-й, 8-й, 9-й, 10-й ряды самостоятельно. Так, смотрите, сейчас я заканчиваю 9-й короткий ряд. Вот забрать маркер, 2 лицевые. И от рукава осталось 2 петельки, что будет у нас в регланной линии уже вязаться вместе спереди. Так, и 10-й на изнанке снять первую петлю, все изнаночными. Так, 10-й ряд довязываю вот 2 вместе изнаночных, забрать маркер, 2 изнаночных провязать. Здесь осталось 2 плюс прибавленная петелька еще в первом ряду, поэтому 3 петли. Так, поставить маркер, работу повернуть. Вот я дополнительно, вот видите, здесь хорошо видно, что здесь было именно 10 рядов, провязала 10 рядов на спинке. Вот, включая вот рукава, затрагивая рукава. Вот так получается. Значит, все, это наш росточек. Дальше будем вязать уже петельки, включая, так, как вам показать, вот так, давайте, включая петельки переда, 1 и 2, но здесь, чтобы не было ровненько горловинка, мы тоже будем понемножку добавлять петельки. И здесь я столкнулась с такой проблемой, что у меня нечего совсем добавлять, так как эти петли это на нашу планку. Дальше схему особо не поделишь, а здесь очень мало петель. Поэтому я буду вязать сразу 3 петли, так как нам нужно будет регланную прибавку сделать. А тогда добавлять по 1 петельке. 1, 2 рожды и еще 2 петельки. Поэтому получится так, 1, 2, 4, 6, 8 рядочков у нас. Ну, уже хорошо, уже хотя бы какая-то горловинка получится. Значит, следующий 11 ряд. Вяжем с лицевой стороны петельки рукава. Здесь у нас была прибавка, если помните, так, наперед
и на рукав с этой стороны у нас прибавка была в первом ряду, с этой стороны, а с этой стороны не было. Именно вот это сейчас исправится в 11 ряду, так как мы начинаем после прибавки. Все петельки вяжем, прибавки спинки рукава делаем. С этой стороны довязываем, тоже делаем прибавку. Прибавку делаем на нашу вторую полочку плюс одну петлю. И тогда петельки уже уравняются. Так, это 11 ряд. Снимаем маркер. Первую петлю снять, стянуть. Все петельки выполняем лицевыми петлями за 2 петли до регланной линии. Так, здесь прибавка 2 вместе лицевой, накид 2 вместе лицевой. Забрать маркер. В другую сторону поменять 2 петельки правыми стенками назад, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Все петли лицевыми, значит, такую же прибавку мы повторяем здесь и довязываем до красного маркера. Это 11 ряд. Так, петельку нижнего ряда подхватить, одеть на левую спицу, провязать 2 вместе. Так, вот этот маркер забираем. Довязываем рукав. 2 петли здесь осталось. Это 2 вместе лицевой с уклоном вправо, накид 2 вместе лицевой с уклоном вправо, то есть прибавка регланной линии. Переснять маркер. В другую сторону должны провязать 3 петли. Сначала 2 петельки мы переснимаем, повернуть правыми стеночками назад, вернуть обратно. 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид 2 вместе лицевой за заднюю стенку. Вот прибавка регланной линии плюс 1 лицевая. Все. Так, здесь тоже короткими рядами, поэтому ставим вот этот маркер. 11 ряд, видите, я довязала до полочки. Прибавку сделала здесь, поэтому количество петель на полочке будет такое же уже, как здесь. И вообще дальше у нас и полочка, и спинка будут прибавляться петельки уже одновременно, поэтому уже количество в сантиметрах. 2 полочки должны быть шире только на одну планку. Давайте, когда мы сюда вяжем, мы вот это проверим, хорошо? Значит, 12 ряд, первую петлю снимаем, остальные провязываются изнаночными петельками. Так, маркеры переснимаем, продолжаем вязать изнаночными. Так, давайте снова я все изнаночными вяжу до вот этого красного маркера. Так, здесь 12 ряд, довязываем рукав, петелька поворота, провязывается вместе с петлей нижнего ряда. Забираем маркер. Здесь 3 петли, так как была прибавка. Все 3 провязываются изнаночными. То есть полностью петельки рукава. Переснять маркер. Так, и с другой стороны у нас должно быть 3 петли, но тоже была прибавка, поэтому 4 петли сейчас я провязываю. 1, 2, 3 и плюс 1 еще 4. Так, вот. Если количество, что осталось, то будет такое же, как там. Ставим маркер. Работу поворачиваем. Так, 13 ряд будем добавлять по 1 петельке. Так, значит, мы с лицевой стороны 1 снять, 1 лицевая, 2 вместе лицевой вправо, накид, 2 вместе лицевой вправо, это прибавка до регланной линии, переснять маркер, повернуть 2 петли правыми стенками назад, 2 вместе лицевой влево, накид, 2 вместе лицевой влево, прибавка после регланной линии. Остальные петельки вяжем лицевыми. Затем повторяем здесь, здесь и здесь прибавку регланной линии. Так, вторая половинка последней линии реглана, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, затем 1 лицевая, это уже петельки переда, петлю нижнего ряда к петле поворота, провязать 2 вместе лицевой, снять маркер, добавить 1 петлю, поставить маркер обратно, работу разворачиваем. Так, следующий наш 14 ряд, вяжем все обратно и здесь также добавляем 1 петлю. Первую петельку снимаем, все выполняем изнаночными. Маркеры переснимаем. Так, изнаночными я вяжу до красного маркера с другой стороны.
Так, довязываем 14 ряд до петли поворота. Петлю поворота поднять, провязать ее вместе с петлей на спице, забрать маркер, 1 изнаночная, работу разворачиваем, ставим маркер обратно. Значит, это провязан 14 ряд. 15 и 16 ряды вот по одной петле еще добавляем. 15 ряд снять петлю, все петельки лицевыми. За 2 петли до регланной линии провязываем 2 вместе лицевой вправо, накид, 2 вместе лицевой вправо, прибавка регланной линии, переснять маркер. А после поворачиваем 2 петельки правыми стенками назад, 2 вместе лицевой влево, накид, 2 вместе лицевой влево. И это повторяем для всех 4 регланных линий. Значит, продолжаю я вязать все до красного маркера. Так вот. Петлю нижнего ряда провязываем с петлей поворота, забрать маркер, добавляем еще одну петельку, это 15 ряд, ставим маркер обратно, так, работу поворачиваем, 16 ряд, возвращаемся обратно, первую петлю снимаем, все изнаночными и так до красного маркера. Так, петелька поворота провязывается вместе с петлей нижнего ряда. Здесь также забираем маркер, добавляем 1 изнаночную, ставим маркер обратно. Работу поворачиваем. Так, следующий 17 ряд. Вот мы уже перешли к нашей косичке. И я могу еще вот эти 2 изнаночных использовать. Поэтому я добавлю сразу 2 изнаночные косички. А тогда буду уже вязать все петли. Так, первую петлю снимаем. 17 ряд, вяжем все петельки лицевыми и регланную линию, 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой вправо до регланной линии, до маркера, и 2 вместе лицевой влево, накид, 2 вместе лицевой влево после. Так, кому интересно, вот такая регланная линия получается, видите, красиво, аккуратно. Так, довязываем 17 ряд, нижнюю петлю лицевой, забрать маркер, добавляем сразу 2 изнаночных петли. Вот, дальше уже только косичка. Так, работу поворачиваем, вернуть маркер, первую петлю снять, лицевая, а далее все изнаночными. Так довязываем до красного маркера с другой стороны. Так, 18 ряд, петлю нижнего ряда к петле поворота, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку, снять маркер, здесь добавляем 2 лицевые петли. Вот, косу не трогаем, работу поворачиваем. Значит, на данный момент провязано 18 рядов, 19 ряд я уже буду провязывать все петельки, затем 20 ряд с другой стороны тоже все петельки. Значит, вернуть маркер. Значит, смотрите, здесь у нас уже изнаночная, то есть с лицевой стороны мы ее снимаем как изнаночную. Затем 1 изнаночная, дальше лицевые все. И не забывайте делать регланные прибавки. За 2 петли до маркера довязали, 2 вместе накид, 2 вместе до маркера, переснять маркер, 2 петли повернули, 2 вместе за заднюю стенку, накид, 2 вместе за заднюю стенку после маркера. Дальше лицевыми. Значит, все я довязываю до красного маркера с другой стороны. Так, эту сторону довязываем лицевыми петельками. Так, а здесь схемка. Раз изнаночная, а эту петельку мы с лицевой стороны, но она изнаночная, поэтому подхватываем петлю нижнего ряда к петле поворота, ниточка перед вязанием, 2 вместе изнаночные за заднюю стенку. Так, маркер убираем, более он не нужен. И здесь довязываем 13 ряд был там, значит 13 ряд и здесь. Это 2 лицевые, перекрещение 2 на 2 с уклоном вправо с изнаночными петельками. Меняю местами. Первые 2 лицевые, вторая пара изнаночных. И перекрещение 2 на 2 влево с изнаночными петлями. Меняю местами, первая пара у меня перед вязанием. Вернула все на левую спицу. Сначала 2 изнаночных, а затем 2 лицевые. Вот. Так, довязываю еще 2 лицевые, изнаночных 2,
Затем наш край, ниточка за вязанием, петельку снимаем не провязанной, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Снова ниточка за вязанием, петельку снимаем не провязанной, кромку буду всегда вязать лицевой. На платочном узоре это очень удобно. Так, вот довязала. Теперь следующий, это был 19 ряд, так, 20 ряд в другую сторону, мы тоже здесь должны забрать этот маркер и довязать все петельки до конца. Так, первую петлю снять, затем 1 изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная, 2 лицевые, изнаночными 2, 3, 4, 4 лицевых. Это все наша схемка. Схемку вы хорошо знаете. Так, 4 изнаночных. Изнаночные ряды схемы просто вяжутся по рисунку. Так, 2 лицевые. А тогда все петельки изнаночными выполняем. Так, новоприбавленные петли тоже изнаночными. Маркеры переснимаем. И так вяжу до красного маркера вот этого. Так, здесь изнаночными вяжем до схемки. 1 лицевая. Петля поворота, подхватываем нижнюю петельку, одеваем на левую спицу, провязываем вместе с петлей поворота. Так. Забираем маркер и здесь также довязываем все петельки до конца. 4 изнаночных, 3, 4, 4 лицевых, 4 изнаночных, так, 2 лицевые, 1 изнаночная, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная и кромку лицевой. Так, это я довязала 20 ряд полностью. Так, смотрите, на манекене я 2 планки сцепила вместе, чтобы посмотреть, как оно все садится. Также завязала капюшончик. Значит, вот, если капюшон вниз, вот так капюшон пошел вот так сюда. Видите? Затем, если мы откинем капюшон, видим, что он не забирает нашу регланную линию, наш росток, извините, не натягивает. Если без ростка, оно бы так все поднялось туда, в капюшон, или бы капюшон назад бы потянулся. Так, вот регланная линия вот как раз идет от горловинки. Головы мне не хватает на этот манекен. И вот так пошел перед, видите, здесь тоже сюда регланная линия и сюда вот сами наши планки, сами полочки. Вот так. Так, 20 рядов провязано, вот так сейчас выглядит, видите, полотно, спинка, рукава, 2 полочки. Сейчас нам нужно проверить, ли уравнялась ширина спинки и ширина 2 полочек вместе. 2 полочки вместе должны быть шире на 1 планку, так? Значит, на спинке было 26 петелек. За 20 рядов мы прибавили с каждой стороны по 10 петель. Плюс 10, плюс 10. Это сейчас 46 петелек вот здесь на спинке. Значит, мы их делим на плотность вязания. Разделить на 1,65. Я получаю 27,87. Почти 28 сантиметров сейчас ширина спинки. Так, теперь каждая полочка. Вот. На полочке у нас было 29 петелек. Плюс за 20 рядов мы добавили здесь только 5. 5 вязали только спинку поворотными рядами. И 5 уже здесь. Вот раз, два, три, 4, 5. 5 прибавок сделали. Значит, плюс 5 петель. Это 34 петли. Перевести в сантиметры нам нужно забрать косу, минус 16, и забрать кромку. Я бы забрала даже 2 петельки, кромку и следующую, так как у нас двойная кромка, минус 2 петли. Так, 16 делим на 1,65, в сантиметрах это 9,69, плюс 6 сантиметров косичка, назад возвращаем. Вот, 15,69 ширина сейчас
на данный момент нашей полочки. Умножаем на 2, так как у нас 2 полочки, получаем 31 с копейками. Значит, 2 полочки вместе, 31 с копейками. Спинка 27,80. 31 с копейками минус 27,80. Разница в 3,5 петельки. Вот. То есть, если вот так, 3,5 сантиметра, не петельки. Вот. Это как раз вот эта ширина нашей планки. Видите? То есть вот так, если сложить. Ну, мы отвяжем еще, тогда это все будем складывать. Вот сложим. Ширина спинки переда должна быть примерно одинакова, только перед больше на одну вот такую планочку. Значит, поговорим теперь о коротких рядах на планке. Значит, цельновязанную планку у нас было отдельно видео. Если все изделие идет лицевой гладью, а планку вы хотите платочным узором, то мы там посчитали, что на 6 рядов лицевой глади нужно вязать 8 рядов планки. Как это считать, я дам ссылочку на это видео, хотите посмотрите, может вы для себя как-то по-другому пересчитаете, вот как там все считалось. Значит, схематично это выглядит так. Вот весь кардиган и вот эта часть, это наши планки. Вот так. Здесь на кардигане у нас должно быть 6 рядов, а на планках по 8. Значит, смотрите, первые 4 ряда мы вяжем все петельки. Вот, в одну сторону, вторую, третью, четвертую. Затем по краях по 2 коротких ряда дополнительных. Вот, раз, два, все петельки, обратно, раз, два, и возвращаемся все петельки. Так, теперь пересчитаем. Смотрите, раз, два, 3, 4, 5, 6. 6 рядов будет провязано весь кардиган. И 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. По 8 рядов будет каждая планка. Вот так мы вязали там. И так будем вязать сейчас. Значит, первые 4 ряда у нас уже есть. Это мы когда набирали петельки и плюс следующий ряд, когда первый ряд, второй провязали. И сейчас вот эти как раз короткие ряды. Сначала с одной стороны, затем со второй стороны мы выполним. Так, значит, у нас 21 ряд. Вяжется так. Первую петельку снимаем, нить за вязанием, петлю снимаем. Далее 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием, петельку снимаем. И одну из двух вяжем изнаночной петлей. Вот. Вторую не вяжем. Работу поворачиваем. Это короткий ряд на нашей планке. Так. Мы с изнаночной стороны первую петлю снимаем. Нить перед вязанием изнаночная. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием 1 изнаночная и кромку лицевой. Вот. Работу поворачиваем. Значит, это дополнительные 2 ряда на нашу планку. А дальше продолжается 21 ряд. Первую петлю снимаем, нить за вязанием, петлю снимаем. Так, вяжем 5 лицевых. 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием, петельку снимаем. Здесь петлю нижнего ряда подхватить, одеть на спицу. Ниточка перед вязанием, 2 вместе изнаночной провязать. Затем еще 1 изнаночная, и здесь первый ряд схемы. Это 4 лицевых. Первый ряд это там, где нет у нас перекрещений. 4 изнаночных. Снова 4 лицевых. 2 изнаночных. Вот, видите? Полностью. Получается, сейчас 21 ряд я продолжаю вязать с тем, что я 1, 2, 3. То есть 2 дополнительных ряда вот провязала на вот этой нашей планке. Так, далее все понятно. Все петельки выполняем лицевыми петлями до 2 петель перед линией реглана. Прибавка регланной линии это 2 вместе лицевых вправо, накид, 2 вместе лицевых вправо перед маркером, переснять маркер. 2 петельки повернуть правыми стеночками назад, 2 вместе лицевой влево, можно сказать, за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой влево после маркера. Вяжем все лицевыми. Так, значит,
Повторяем регланную линию здесь лицевыми, здесь лицевыми, здесь. Довяжем тоже вместе. Так, здесь вот я довязываю до схемы, все прибавки выполнила. Схемка это 2 изнаночных, первый ряд схемы 4 лицевых, 4 изнаночных, 2, 3, 4. Так, 4 лицевых, 2 изнаночных, нить за вязанием снимаем петельку не провязанной, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием снимаем петлю не провязанной, 1 лицевая. Так, и теперь выполняем короткими рядами здесь. Видите, мы довязали до вот этого края. Значит, работу поворачиваем. Первую петлю снимаем, вяжем 1 изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная, 1 лицевая. Работу поворачиваем. Первую петлю снимаем, нить за вязанием петлю снимаем, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием петлю снимаем, 1 лицевая. Видите, дополнительно вот эти 2 ряда мы провязали. 1, 2. И теперь 22 ряд на всех петлях возвращаемся обратно. Дополнительные ряды никак считаться не будут, иначе мы себе собьем все, что мы считаем для кардигана. Значит, изнаночная, 5 лицевых, изнаночная, здесь где петелька поворота, нижнюю петлю к петельке поворота провязать 2 вместе, лицевая, схемку по рисунку, это у меня второй ряд схемы, 4 изнаночных, 4 лицевых, 4 изнаночных, 2 лицевые, а затем все просто изнаночными. Так, вот каждую следующую довязываю изнаночной петлей. Когда вы довязываете до маркера реглана, вот регланные прибавки изнаночные, просто его переснимаете и дальше изнаночными. Так, вот вторую планку довязываю изнаночными до нашей схемки. Схемка 2 лицевые, 4 изнаночных. Так, 4 лицевых, 4 изнаночных, 2 лицевые, затем изнаночные, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, изнаночная и лицевая. Так, это мы довязали 22 ряд. Так, значит, за последние 2 ряда мы дополнительно добавили здесь по 2 ряда, то есть здесь провязаны эти 2 рубчика, 4 ряда. Вот, в одну и в другую сторону. Значит, таким образом у нас вот этот манжет наш не будет стягиваться, а будет примерно такой же величины, как весь наш реглан. Так, дальше, значит, следующие 4 ряда туда-назад, вяжем просто без коротких рядов. Затем 5-6 ряды это короткие ряды. Вот так будем повторять. Давайте я еще раз это все вам покажу. Так, одновременно в следующем ряду я хочу делать отверстия для пуговицы. Пуговицы я еще не купила, но примерно они будут такой величины. Значит, это 2,5 сантиметра. Вот это даже чуть больше. 2,7. Вот это, по-моему, 2,5. 2,7 тоже. Значит, мне нужно, чтобы проходила вот такая пуговичка на 2,7 сантиметра. А там посмотрим, что я куплю. Значит, где делается отверстие? Отверстие делается для девочек на правой стороне. На левой стороне пуговицы. Значит, вот так, если... Вот эта левая сторона, здесь должна быть пуговица, соответственно, здесь отверстие. Вяжу я, получается, начинаю от левой полочки к правой, значит, в конце ряда делаю отверстие для пуговиц. Кто вяжет мальчикам, то сейчас вы делаете отверстие для пуговиц. Так, значит, следующий 23 ряд.
Выполняем так. Первую снять, здесь нить за вязанием снять, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, нить за вязанием снять петлю. Так, 2 изнаночных, продолжаем вязать полностью схемку лицевыми, все прибавки до другой стороны. Сейчас я уже буду показывать только планку. Все схемки, так, кстати, что-то перекрещение. Все схемки я показывала вам в первой части. Схему полностью вот этого рисунка и А и Б, так как у нас они зеркальные, можно скачать на моем сайте пряжа.com, ссылочка будет под этим видео. Пожалуйста, если вы что-то пропустили, пересмотрите еще раз первую часть. Мы обе схемы провязали с вами каждый абсолютно ряд. Так, выполнила я косу с другой стороны, 2 изнаночных, нить за вязанием петельку снимаем. А здесь я буду закрывать, смотрим, сколько, 4 где-то петельки. Да, вот видите, на ширину пуговицы это 4 петли. Закрываем без нитки, то есть ниточку так я сзади и оставляю. Снимаю 2 петли, 1, 2, первую набрасываю на вторую. Это закрыта первая петля. Снимаю следующую, первую набрасываем на вторую. Закрыта вторая петля. Снять, первую набросить на вторую. Закрыта третья петля. Снять, первую набросить на вторую. Закрыта четвертая петля. Возвращаем последнюю обратно. Вот здесь ставилось 3 петельки. Вместо 4 закрытых я 4 набираю. Значит, вот у нас здесь снятая была петля, после нее нить обернуть вокруг указательного пальца, повернуть, одеть на спицу. 1 петля набрана, 2, 3 и 4. 4 закрыла, 4 набрала, довязываю лицевая, нить за вязанием снять петлю и кромку лицевой. Вот отверстие для пуговицы. Значит, это 23 ряд. В обратную сторону 24 ряд. Первую петельку снимаем, 1 изнаночная, дальше 5 лицевых, 1, 2, 3, так, растянуть, 4, 5, 1 изнаночная и дальше по схеме 2 лицевые, так, 4 изнаночных и так далее. Значит, вот такое отверстие для пуговиц. Вот как оно будет с лицевой стороны. Оно достаточно аккуратно получается. И проверяйте, помещается ли пуговичка. Вот. И та, что больше поместилась, и та, что 2,5. Ну, примерно на 2,5 она и рассчитана. Так, вот. Значит, довязываю 24 ряд до конца. Так, довязываем 24 ряд, вот изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, и изнаночная, лицевая. Так, вот я один раз туда и обратно провязала, так, затем еще раз, 4 ряда всего нужно туда и обратно, чтобы снова вязать короткие ряды. Значит, 25 и 26 ряды продолжаю вязать туда и обратно. Первую петлю снимаем, нить за вязанием петельку снимаем, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, нить за вязанием петельку снимаем, 2 изнаночных и дальше наша схемка, все как ранее. Здесь у меня 3-й ряд схемы сейчас. Так, дальше знаете, продолжаем вязать схему, лицевую гладь, делаем обязательно прибавку, вот как красиво у нас расходятся прибавки. Так, лицевую гладь, с другой стороны тоже схему и аж до следующей планки. Так, в другую сторону довязываем схемку, 2 изнаночных, затем нить за вязанием снимаем эту петельку, 5 лицевых, 3, 4, 5, нить за вязанием снимаем петельку, 1 лицевая. Видите, здесь продолжается вот наша схема. Так, значит, возвращаемся еще один ряд и затем будут короткие ряды снова. Так, с изнанки все так же. Первую петлю снимаем, изнаночная, 5 лицевых, 3, 4, 5, изнаночная, затем 2 лицевые, изнаночными, провязываем, по-моему, там 12 петель и так дальше. Вот, довязывайте до конца. Так, вот заканчиваю изнаночный 26 ряд, схемку, затем 1 изнаночная, наша планка 5 лицевых,
изнаночная, лицевая. Так, значит, вот 4 ряда мы провязали туда, обратно. Следующий 27 ряд снова короткими рядами. Первая планка, вторая планка. И затем снова 4 ряда на всех. Так. Первую петлю снимаем. Нить за вязанием снять петлю. 5 лицевых. 4, 5. Нить за вязанием снять петлю. 1 изнаночная. Вот. Короткий ряд. Работу разворачиваем. Снять первую петлю, 1 изнаночная, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная, 1 лицевая. Так, работу разворачиваем, первую петельку снимаем, нить за вязанием снять петлю, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, нить за вязанием снять петлю, петлю поворота одеть к левой, на левую спицу к петле поворота и вместе изнаночной провязать. Так, а дальше все вяжем по схеме. Значит, наша здесь схемка. Выполняем все как ранее, следующий ряд. Схема плюс лицевая гладь до следующей стороны. Так, с этой стороны довязываю 2 изнаночных, нить за вязанием снять петлю, 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием снять петлю, лицевая. Так, теперь здесь короткими рядами. Работу поворачиваем. Мы с изнаночной стороны снять петлю, 1 изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. 1 изнаночная, 1 лицевая. Работу поворачиваем. Мы с лицевой стороны снять петлю, нить за вязанием снять петлю, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, нить за вязанием снять петлю, 1 лицевая. Видите, вот здесь такая красивая двойная кромка получается. Так, работу поворачиваем и с изнанки довязываем все до конца. Первую петельку снимаем, 1 изнаночная, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 1 изнаночная, дальше петля поворота, нижнюю петельку подхватываем на левую спицу, вместе петлей поворота провязываем лицевой. Следующая лицевая, вяжем схемку, затем изнаночной гладью все до конца. Так, и довязываю схемку, плюс изнаночная, плюс 5 лицевых, 3, 4, 5, изнаночная, лицевая. Значит, вот повторяйте дальше. Последние 6 рядов. Вот, ну не делаю, конечно, отверстие для пуговицы. Таким образом у нас идет в одну высоту лицевая гладь, наша схемка и вот этот край. Видите? Здесь красивая лицевая, здесь вот двойная кромка. То же самое с этой стороны. Красивая лицевая, двойная кромка, вот такое отверстие. Так, регланная линия. Красивая, скромная, вот такая ровненькая регланная линия. На данный момент я провязала 2/3 нашей выкройки. Значит, связать мне нужно для размера XS 21 сантиметр высоты проймы. Высота проймы, это если мы вот так все сложим, то должны померить вот эту высоту. Вот. Сейчас она, видите, даже чуть больше. 14 сантиметров. А у нас должно быть 21 сантиметр. То есть 21, если разделить на 3 и умножить на 2, 2/3 про высоты проймы это 14 сантиметров. Именно сейчас вы должны посмотреть, нужно ли вам делать реже прибавку или продолжить такое же прибавление. Как это проверяем? Проверяем по спинке, так как здесь только лицевая гладь и удобнее проверять. Значит, на данный момент у меня по спинке 62 петельки. Для моего размера XS ширина спинки должна быть 46 сантиметров. Вот. Умножаем сразу на петли. Умножаем на 1,65 петли в 1 сантиметре. У нас это 76 петель. Так, 76. Теперь, сколько отправим на подрезы? На подрезы хорошо отправлять примерно 3-3,5 сантиметра. Вот так себе смотрите. Вот, это будет у меня почти 6 петелек. Так, 5 с кусочком. 6 петель будет супер.
Значит, минус 6. То есть, так, смотрите, минус 6. Это я 6 на один подрез, 6 на второй подрез. Но из них 3 петельки с каждой стороны на спинку, 3 петельки с каждой стороны на полочке. То есть 6 петель мы отнимаем от спинки. Значит, я вяжу, пока у меня на высоте 21 сантиметр не получится 70 петель. Сейчас у меня уже здесь 62 петли. То есть осталось всего 8 петелек и 7 сантиметров. Если я буду продолжать вязать в каждом лицевом ряду, то у меня получится фактически в 2 раза больше петель. Поэтому я буду вязать в каждом втором лицевом или в каждом четвертом ряду. Таким образом я провяжу 16 рядов, чтобы прибавить вот эти 8 петелек. С каждой стороны по 2 петли в каждом четвертом ряду. Это 16 рядов. А 16 рядов это как раз примерно 7 сантиметров, вот если пересчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Вот. 6,5. Ну, практически то, что нам нужно. Так, значит, смотрите, чем больше у вас размер, чем позже вы будете добавлять через лицевой ряд прибавки. У меня так быстро добавляется только потому, что у меня по женских этих самый маленький размер XS. А окружность головы мы брали стандартную женскую. В детских вы будете здесь окружность брать меньше, у вас изначально на спинке будет меньше, то и здесь позже будет вот эти реже прибавки. Но всегда я 2/3 высоты провязываю, проверяю. Ага, если еще рано, то еще довязываю, проверяю. Все, на данный момент я начинаю вязать прибавку через ряд. Так, вот таким маркером я отмечаю тот ряд, где мы делаем ряды дополнительные туда-обратно. Таким образом я их не пропускаю. Сейчас это не этот ряд, поэтому снять петлю. Нить за вязанием снять петлю. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Нить за вязанием снять петлю. Дальше 2 изнаночных, наша схемка. Так, значит, в этом лицевом ряду я прибавки не делаю. Значит, я провязываю все в узор до последних 4 петель перед маркером. Вот 2, 4. 4 петли перед маркером, не 2. Теперь провязываю 2 вместе лицевой с уклоном вправо. Снимаю со спицы. А со следующих 2 вяжу 3. 2 вместе лицевой, накид. 2 вместе лицевой. И снять тоже со спицы. Посмотрите, что мы сделали. Мы здесь сделали убавку, а здесь из 2 3, то есть прибавку. Таким образом, общее количество петель не поменялось, но узор у нас сохранился. Переснять маркер тоже у нас с другой стороны. Так, снимаю 2 петли, поверну правыми стеночками назад, возвращаю обратно, провязываю 2 вместе лицевой, накид, 2 вместе лицевой. Вот, это прибавка. Затем следующие 2 вместе лицевой с уклоном влево. Снять петлю. 1 лицевая, накинуть снятую петлю на провязанную. Вот то же самое мы сделали прибавление, убавление. Узор сохраняется, а количество петель не меняется. Так мы будем повторять для всех 4 линий реглана. Вот. Изнаночные ряды по-прежнему изнаночными петельками так и вяжем. Вот маркер переставить. И продолжить вязать все петли изнаночными. Следующий лицевой ряд вы делаете классическую прибавку, поэтому провязываем лицевыми уже до последних 2 петель. Затем 2 вместе лицевой вправо, накид, 2 вместе лицевой вправо до маркера, переснять маркер, 2 петельки поворачиваем правыми стенками назад, 2 вместе лицевой за заднюю стенку, накид, 2 вместе лицевой за заднюю стенку и дальше лицевыми. Так, видите, вот так выглядит ряд, где вы пропустили прибавку, а вот так ряд, где вы сделали прибавку. Значит, таким образом довязываем до конца лицевой ряд, повторяя прибавку для всех 4 линий реглана. И снова изнанка наша, вяжем петельки просто по рисунку, то есть вот эти все петли выполняются изнаночными. Так, значит, за вот эти 4 ряда я, получается, сделала не 2, а только 1 прибавление. То есть, таким образом, прибавление будет в 2 раза реже. Вот.
видите, без прибавки, с прибавкой. Фактически в узоре не видно, где у нас поменялось что, где у нас без прибавок. Вот, значит, так дальше я повторяю, пока высота проймы не будет у меня 21 сантиметр. И, соответственно, не получу свою ширину в петлях, это 70 петель на спинке. На этом конец нашей второй части. Вот такая линия реглана получилась. Довязываем все самостоятельно до конечной высоты проймы.